Всем привет, дорогие мои друзья! Я вам часто говорю, что любое, даже постное блюдо можно сделать оригинальным, приятным на взор, вкусным, сытным. И сегодня я поделюсь с вами одним из таких рецептов. Если вы последовали моему совету и у вас на полочке есть кокосовое молоко и консервированный нут, то для этого рецепта как раз они вам и понадобятся. Первое, что я сделаю, это поставлю варить рис. Лучше всего взять рис басмати, которого у меня нет, но можете взять и самый обыкновенный такой зерновой рис, который я промыла и сейчас поставлю варить. Я взяла 1 стакан. Вот посмотрите, по объему он примерно такой же, как и баночка кокосового молока. Сейчас я переложу рис в кастрюлю, поставлю кастрюлю на огонь и дам рису слегка обсохнуть. Как видите, на дне кастрюли есть немножечко воды, поэтому я вот так слегка буду перемешивать рис, пока вся вода не испарится. Как только рис начал прилипать, как видите, вот он стреляет, я добавлю в кастрюлю кокосовое молоко. Оно у меня немножко загустело, потому что хранилось в гараже. Теперь я дам рису закипеть. Все нужно хорошенечко размешать, чтобы молоко растаяло, не было никаких вот таких комочков. Немножечко присолю, буквально пол чайной ложечки соли. Как видите, рис закипел. Теперь его нужно убавить до буквально самого низкого, чтобы рис слегка кипел. Плотно накрыть крышкой и варить до готовности, пока все молоко не впитается. Даже, наверное, еще сильнее убавлю, чтобы рис слегка, вот прям, еле-еле кипел. Пока у меня варится рис, давайте приготовим заправку. Все, что для нее нужно, вы видите у меня на столе. Это консервированный нут. Жидкость я слила в отдельную посуду. Вот именно в такую не выливайте. Мы сделаем из нее очень классное постное блюдо, которое вы будете использовать каждый день. Здесь у меня немножко кокосовой стружки. Я взяла вот такие вот веточки брокколи. Если у вас таких нет, возьмите самый обыкновенный брокколи. Можно и без него, но с ним вкуснее. Самое первое, что я сделаю, это мелко порежу красную луковицу. Если нет красной, берите то, что есть. Обжарю лук на растительном масле. Пока лук обжаривается, я мелко порежу брокколи. И теперь обжарю брокколи вместе с луком. Добавила чуть-чуть масла. Кстати, можете добавить сюда кокосовое масло, если у вас есть. Это, знаете, так. Сюда же добавляю консервированный нут и продолжаю обжаривать. Огонь я убавила на средний. У меня это 6 из 9. Теперь добавляю сюда орехи, которые я мелко порезала. И теперь будем добавлять сюда специи. Я добавляю чайную ложечку гранул чеснока, чуть-чуть острого перца, чайную ложку копченой паприки и столовую ложку куркумы. Все хорошенечко размешиваем. Посолим. Имейте в виду, что, скорее всего, нут уже посоленный, поэтому осторожно с солью. Добавим чуть-чуть черного перца, 2 столовые ложки кокосовой стружки. Убавляем огонь на низкий.
накрою крышкой и дам нуду слегка потушиться, буквально 2-3 минуты, пока рис доходит до готовности. Рис не забывайте помешивать. Как видите, он уже почти готов, буквально пару минут. Осталось только заправить свежей кинзой и подать к столу. Готово. Отлично. Ой, ребята, как пахнет. Просто супер. Ну вот, друзья, получается необыкновенное постное блюдо. Очень вам советую его попробовать. Оно вкусное, сытное, необычное. Остроту регулируйте на свой вкус и наслаждайтесь. И еще один вариант похожего блюда, или, скажем, того же самого блюда, но уже без кокоса и без кокосового молока. Кстати, можно использовать оставшийся у вас рис или оставшиеся макароны. Также лук нарезаю на мелкие кубики и обжариваю его на растительном масле. Пока обжаривается лук, я порежу кусочек болгарского перца, тоже кубиками. Я взяла половинку, можете взять чуть меньше, чуть больше, не имеет принципиального значения. И тоже обжарю вместе с луком. У меня стебли брокколи, но если у вас нет стеблей, можете взять обыкновенную брокколи или цветную капусту. Порежу ее вот такими небольшими кубиками. И все это нам нужно будет вместе обжарить. Выдавлю сюда чеснок. Слегка обжарю, добавлю чайную ложечку куркумы, запах обалденный. Теперь добавлю нарезанную брокколи. При необходимости добавьте чуть-чуть растительного масла. Я убавила огонь на средний и дам овощам слегка обжариться или так полупотушиться. Добавлю немножко копченой паприки, острого перца, совсем чуть-чуть соли, потому что рис у меня соленый. Чуть-чуть черного перца. И теперь, друзья, можно использовать вот эту заправку с любым гарниром. Сюда можно добавить немножечко макарон отваренных, рис, гречку, в общем, все, что хотите. Лучше всего, конечно, макароны или рис. Я добавлю чуть-чуть риса, который у меня остался. Хорошо перемешаю. Друзья, очень осторожно, чтобы ни лопатка, ни ложечка не попали на рабочую, на белую поверхность. Иначе у вас останутся пятна куркумы. Нужно сразу чистить. Причем водой она не счищается. Я обычно чищу сивом. Накрываю рис крышкой и убавляю огонь до минимума. И оставлю рис потомиться буквально несколько минут, чтобы он пропитался всеми вкусами. За это время мелко порежу кинзу. Ребята, я забыла положить сладкую кукурузу.
Ну, поскольку она вареная, то ее просто нужно, так скажем, прогреть, и чтобы она тоже пропиталась вкусами всеми, специями. Ну вот, вот теперь точно оставлю на пару минут. Вот и все. Все готово. Можно подавать к столу.